Сначала чистим 5-7 картошин. Можно взять небольшой качан капусты, морковку, 1,5 перца, лук, чеснок, 500-700 грамм помидоров, полкилограмма я добавляю шампиньонов. Картошку режем кубиками. Наливаем кипяток в сковородку, в которой будем тушить. И в кипящую воду кладем нарезанный картофель. Из капусты удаляем кочерышку, а листья и жилы шинкуем. В это время натираем морковку на терку. Морковку с капустой кладем тушиться к картошке. И начинаем нарезать лук и перец для зажарки и для тушения. Я делаю 50 на 50. Половину перца и лука отправляем в тушение. Ставим сковородку для зажарки и наливаем 50 грамм подсолнечного масла. Сначала кладем лук, через 5 минут морковку и перец. И приступаем к нарезке грибов. Вот так, вот какой у нас процесс. Здесь у нас тушится картошка, капуста, перчик и морковка. Здесь у нас делается зажарочка. Сначала лучок, потом морковка с перцем. Сейчас появится золотая корочка. Я положу грибочки. После грибочков через 5 минут помидоры и в конце чесночок. Все, процесс идет. Добавляем грибочки в тушение и в зажарку. Затем мелко нарезаем чеснок и нарезаем помидоры. Когда у вас лук, чесночок, морковка, перец и грибы обжарились до золотистой корочки, добавляем помидор. Делаем тише огонь. Накрываем крышкой, чтобы это все потушилось. В ту сковородку, в которой мы тушили картошку, капусту, перец и морковку, тоже добавляем помидоры, добавляем перец и тушим уже без крышки. Дорогие друзья, когда уже практически дотушится зажарка вместе с помидорами и дотушивается основное блюдо, ну где-то это ориентировочно минут за 5-7, я рекомендую добавить соль и приправы. Я лично добавляю карри, паприку, куркуму, шафран, горький перец и паприку другого вида, в общем. Вы уже там на свое усмотрение, ну я добавляю именно эти приправы, ну и черный перец, конечно, забыл сказать. То есть до конца готовности отдельно чуть-чуть в зажарку и отдельно там, где тушились остальные овощи. Дорогие друзья, я рекомендую после того, как все смешать, еще 5 минут, пусть на маленьком огне потушится все вместе. Это уже когда вы добавили соль, перец, приправы. Еще в это блюдо я рекомендую добавлять бобы. Можно в томатном соусе. Это придаст определенный вкус этому блюду. Я лично так делаю, добавляю готовые бобовые в томатном соусе. И можно добавлять еще укроп и петрушку. Тоже за 5 минут до конца готовки. Всем приятного аппетита!